Приветствую вас, с вами Эхо Таверны, добрый день. Добрый день. Сегодня мы снова погружаемся в историю мира меча и магии, а конкретно в историю Джем, той самой волшебницы из Энрота. Да, ее многие помнят. Мы начинаем разбирать ее путь уже в Антагариче. Это компания «Новое начало» и самая первая миссия на границе. Угу. Хочется понять, что ей двигало. Как так вышло, что она искала исцеления от прошлых войн, а оказалась, прямо в центре новой? Да, это ключевой момент всей ее истории в Антагариче. Попытка убежать от прошлого, от призраков войны, можно сказать. Она ведь прибывает туда не сразу. Нет, почти год прошел после войн за престол в Энроте. Там она, напомню, воевала на стороне Роланда, против некромантов Арчибальда. И война эта, видимо, даром не прошла. Совершенно точно. Источники говорят, что ее, преследовали кошмары. Видение павших товарищей. Очень тяжело это переживала. Похоже на, то, что сейчас называют ПТСР, да? Посттравматическое расстройство. Вполне возможно. И ее наставница Аманда, видя это состояние, она и посоветовала: поезжай, смени обстановку. В Антагарич, на другой континент. Вдруг поможет? Да, в надежде, что там будет покой. Но там был и еще один такой более конкретный мотив. О, вот это интересно. Не просто за покоем. Не просто. Джем искала, скажем так, конкретное решение. Аманда ей рассказала об одном изобретении. Изобретение? Не артефакте? Нет, именно изобретение. Устройство под названием «Палатка первой помощи». Палатка первой помощи. Звучит знакомо по игре. Конечно. По описаниям, эта штука могла исцелять раны. Физически обычно. Но для Джем, видимо, это была надежда. Надежда залечить раны душевные. Именно. Справиться вот с этими терзаниями, с тем, что война с ней сделала. И она пересекла океан, добралась до города Кловергрин. И нашла ее. Да, нашла и приобрела эту палатку. Цель как бы достигнута. Вот оно. Казалось бы, хэппи-энд. Можно лечиться и жить спокойно. Эх, если бы. Антагарич, он, не самое спокойное место оказался. Особенно та его часть, где Кловергрин. Спорные земли. Так. Да, спорные земли. Территория, где власти Рафии, скажем так, больше на бумаге. И мэр Кловергрина, некий Делина, Узнает, кто к ним приехал. именно, узнает о боевом опыте Джем и обращается к ней с просьбой. Довольно неожиданной. И какая же? А вот тут и вся ирония. Человек приехал от войны лечиться, а ему говорят: а не могли бы вы возглавить нашу оборону? От новой войны. От новой войны. От набегов некромантов из Деи. Соседняя земля, известная своей нежитью. И как Джем реагирует? Она же только что обрела надежду на исцеление. Ее реакция очень показательна. Сохранились ее слова: «Я вовсе не рада снова отправляться на войну». Чувствуется усталость, да? Конечно. Но некромантов нужно остановить. Вот он, конфликт. Долг, понимание угрозы против желания мира. И она соглашается. Соглашается. И по совету мэра начинает организовывать оборону. Размещает войска в бастионах на севере. Бастион — это замки лесных жителей. Эльфы, гномы. Да, знакомые ей существа. Но там и новые союзники появляются. Дендроиды, пегасы. И скоро разведка доносит: да, есть угроза, 2 замка некромантов к северу. Откуда идут набеги? Совершенно верно. И командуют там, личности довольно мрачные. Некромант Видамина и рыцарь смерти Муандор. Знакомые имена для тех, кто играл дальше. Безусловно. И вот захват их замков – это и есть главная цель первой миссии – устранить угрозу. В ходе миссии Джем ведь видит последствия действий некромантов. Да, и это очень тяжелый момент. Она находит разоренную деревню, источники описывают ее ужас и дежавю. Дежавю. Из-за Энрота? Похоже на то. Она видит результат того, что некроманты называют жатвой. Когда не убивают всех, чтобы потом поднять как нежить. Да жуткая практика. И она задается вопросом: а где же лорды Эрафии? Почему они не защищают своих людей на этих спорных землях? Это важный вопрос. Он показывает ее разочарование. И разочарование, и, возможно, зарождение какой-то новой мотивации.
Плюс это усиливает ее решимость остановить Ведомину и Моандеру, несмотря на все желание мира. А ее кошмары продолжаются. Да, упоминается кошмар, где она снова сражается с вампирами, скелетами, то есть прошлая травма и текущая борьба, они прям сплетаются. Но ведь не все так мрачно. Были и союзники. Ну, скажем так, дружественные лица. Она встречает рейнджера, Кленси, он из Афлы, тоже ищет следы нежити, они обмениваются историями. Хоть какой-то просвет. И еще момент общения со своей наставницей Амандой во сне. Она ей рассказывает, что происходит. Да, делится впечатлениями. Говорит, что ей, в общем-то, нравятся эти дикие спорные земли, существа Бастиона. Но вот это пренебрежение эрафийских лордов к своим подданным, ее это беспокоит. То есть она уже тогда замечает какие-то системные проблемы. Похоже на то. И это, возможно, закладывает основу для ее дальнейших действий. Она видит, что здесь что-то не так с властью, с ответственностью. Итак, давай подведем итог этой первой миссии. Джем приехала за исцелением. Символ этого — палатка первой помощи, важное для нее изобретение. Да, именно изобретение. Но реальность Антагарича, спорных земель, тут же втягивает ее в новый конфликт. Со старым врагом — некромантией. В лице Ведомина и Муандера, да. И ее личный квест, ее поиск исцеления как бы отходит на второй план. Нужно защищать других. Получается, эта первая миссия, она задает тон всей ее дальнейшей истории. Абсолютно. Внешняя борьба с некромантами, с хаосом спорных земель и борьба внутренняя. С призраками прошлого, с усталостью от войны. И встает вопрос, который, наверное, будет с ней всю кампанию. Да. Можно ли вообще убежать от войны? От своего прошлого, от своей, может, даже природы. Просто сменив континент. Или конфликт всегда найдет тебя, и если ты к нему как-то причастен? Вот именно. Очень глубокий вопрос для героической фэнтези на самом деле. Что ж, будем следить за Джем дальше и искать ответы. А на сегодня, пожалуй, все. Да, тема обширная. До новых историй в нашей таверне.